Всем привет! И вы на канале Кинорассказ. Сегодня у нас на кратком пересказе фильм «Ограды». Погнали! Фильм рассказывает о человеке по имени Трой, работающего мусорщиком. Он любитель выпить крепких напитков. А еще он потрясающий рассказчик, и у него вагон историй. У Троя есть жена Роуз, сыновья Лайенс, Кори и друг Бона. Лайенс заходит каждый раз, когда ему нужны деньги. Отец ему отказывает и читает лекцию о том, что нужно трудиться, чтобы иметь кусок хлеба. Лайенс не желает работать на кого-то. Работать мусорщиком, как его отец, он не собирается. Приличной работы ему не найти. Он хочет найти свое призвание в музыке, хотя ему уже 34, и он должен обеспечивать свою семью. Роуз иногда играет в лотерею. Тратит совсем небольшие деньги, по 5 пенсов. Но Трою это не нравится. Он считает, что это деньги на ветер, тем более Роуз тратит его кровные. Но тут Роуз говорит: И потом, от лотереи тоже польза бывает. Вон Поп себе с выигрыша ресторанчик купил. Трой встречает Гейба, своего брата. Он играет на музыкальном инструменте и продает фрукты и овощи. У него в голове металлическая пластина, отчего он себя странно ведет и путается в мыслях. Когда-то он воевал с японцами и получил серьезную травму головы, из-за чего Трою пришлось долгое время ухаживать за братом. После войны Гейб получил $3000. Ими распорядился Трой и получил крышу над головой. Кори, младший сын Троя, должен был помочь отцу с оградой, но он постоянно пропадает на тренировках по футболу. Отец отчитывает Кори за то, что он еще ничего не сделал по дому, и предлагает сыну ставить ограду. Кори говорит: «Пап, давай купим телевизор». Отец приводит пример с крышей. Когда древесина прогниет и ее нужно будет заменить, на это потребуются деньги. После он говорит: Ты думаешь о телевизоре, а я думаю о крыше. Или о чем-то ей подобном. Также Трой говорит сыну: «Чтобы чего-то добиться в футболе, цветной должен быть в 2 раза лучше белого, поэтому лучше научись выполнять работу руками». Трой отправляется к управляющему компании, в которой он работает, и неожиданно становится первым цветным шофером, о чем с радостью сообщает Роуз. Но у Троя нет прав. В это же время приходит Лайенс и возвращает отцу взятую в долг десятку. Трой рассказывает Лайенсу и Бон о своем отце, как когда-то, когда ему было 14, он с девочкой, ей было 13, сидел у ручья. Они миловались друг другу, им казалось, что они уже взрослые. Когда они развлекались дома, прикатывает отец, внезапно. У него были кожаные поводья, и он начал бить Троя. Но, как оказалось, сделал он это, чтобы пристать к девочке. И тогда Трой взял те же поводья и стал бить отца. Тогда он понял, что повзрослел. Тогда он и покинул дом. Тут к дому подбегает Кори, бросает шлем и кричит на отца за то, что он поговорил с тренером и ему запретили играть, как и запретили приезжать рекрутеру. Кори очень зол и говорит отцу: Ты боишься, что я стану лучше тебя? Трой продолжает ставить ограду. Это инициатива Роуз. Бона говорит, что таким образом Роуз хочет удержать семью. Бона дает совет другу, чтобы он перестал изменять Роуз. Бона и Трой устраивают пари. Трой решается сообщить жене, что изменял ей, и у него скоро будет ребенок. У Роуз подкатывают глазам слезы. Ей тяжело. Она говорит: Я ждала 18 лет, чтобы такое услышать. Трой объясняется тем, что та женщина дала ему новую жизнь, что порой он может убежать от проблем, протекшей крыши и прочего. Он ее встретил еще тогда, когда у него с Роуз появился Кори. Роуз, горько плача, говорит, что все это время держалась за Троя. В этот момент Кори нападает на отца и толкает его, потому что он уже хотел приложить руку к матери. В расстроенных отношениях Трой продолжает ставить ограду, работая шофером, а Роуз ходит молиться. Через какое-то время Роуз приходит на работу к Трою, чтобы поговорить, и спрашивает. Скажи, ты придешь домой? Ее интересует, придет ли он домой как отец и муж, а не уйдет в другую семью. Трой говорит, что всегда приходит домой, каждый вечер. Роуз говорит, что он подписал бумагу, чтобы Гейба забрали в клинику, а часть денег он забрал себе. Трой опровергает эту информацию и говорит, что это вранье. Ночью Роуз сообщает мужу, что его женщина Альберта родила девочку, но умерла при родах. Трой недоволен, что смерть так распорядилась. Приводи свою армию, неси свою косу, оденься как следует для борьбы. На этот раз я буду бдителен. И он всерьез решается заняться оградой и поставить ее как можно быстрее, чтобы обезопасить свою семью и себя от смерти. Трой забирает дочь из больницы и знакомит с Роуз.
потому что у нее нет мамы, а она ей нужна. Роуз соглашается помочь новому члену семьи и говорит: Нельзя, чтобы ребенок отвечал за грехи отца. Отныне у этой малышки есть мама. А вот у тебя женщины нет. Бона и Трой встречаются в баре и перекидываются несколькими словами. Один купил холодильник, а другой поставил ограду, как и договаривались. Сын Кори стоит и смотрит на призывной пункт морской пехоты. Он подходит к дому и видит на ступеньках двери отца. Он снова пьет. У них возникает словесный разбор, затем потасовка. Кори размахивает битой, хочет ударить отца, но не может, и отец выхватывает у него биту, бросает на землю, а затем прогоняет из дома. Трою плохо, и у него мутит в глазах. Он берет биту и готовится ударить смерть. Спустя 6 лет Кори возвращается домой со службы. Он стал капралом. Отца уже нет. Мама, Бон и его брат очень горды за него. Его маленькая сводная сестренка Рейнел уже совсем взрослая. Бона говорит: Отец знал, что из тебя выйдет толк. Все время про тебя говорил. брата посадили в тюрьму на 3 года за то, что он обналичивал чужие чеки. Осталось 3 месяца. Музыку он не бросил, а сколотил свою группу. Как только выйдет, они останутся вместе. Кори выходит из дома и видит тот же висящий бейсбольный мяч, по которому он когда-то бил. Мать говорит, что видела, как умер отец. Он размахнулся битой, улыбнулся и рухнул на землю. Кори не идет на похороны отца. Маме это не нравится. Какие бы отношения у них ни были, на похороны он должен явиться. Он говорит, что не хочет быть похожим на отца. А на похороны он не пойдет, потому что хоть раз хочет сказать ему «нет». Мать объясняет, что отец хоть и был жестоким, но она благодарна ему за то, каким вырос сын, поэтому также воспитает и дочь. В это время приходит Гейб. Его выпустили из клиники, и он начинает играть как умеет в честь Троя. После его игры открываются облака, и вся его семья видит яркие лучи солнца. Всем спасибо за просмотр, не забудь поставить лайк этому ролику и увидимся в следующих видео. Пока!